Итак, всех приветствую на канале Твой Конфиг. Ребята из магазина ТВ Stock предоставили мне на обзор вот такой смартфон Oppo A74. Что же в нем хорошего, мы узнаем в этом видосе. Кстати, узнаем, что в нем и не очень хорошего тоже. Погнали смотреть! В комплекте у нас входит 33-ваттное зарядное устройство, что в принципе эту трубку с ее 5000-м аккумулятором заряжает в течение часа. Также высокоскоростной провод, и как ни странно, Oppo позаботились и положили вот такие вот бюджетные наушнички с мини-джеком. Также в комплекте идет еще силиконовый чехольчик и скрепочка. Помимо всего этого на телефоне вклеено защитное стекло. Говоря о внешнем виде этого смартфона, дизайн современный, блок камер выпирает, как вы видите. Поверхность глянцевая, пластиковая, рекомендую наносить в чехле либо пленочкой как-то подзатянуть, потому что глянец будет мотоваться и он быстро будет похож на какашку, мягко говоря. С верхней стороны у нас здесь ничего нет, под алюминий закос. С этой стороны у нас одна клавиша включения. С этой стороны, так же как у телефонов Realme, если кто не в курсе, Oppo, Realme, OnePlus принадлежит концерну BBK. Здесь у нас отдельные клавиши регулировки громкости. Также здесь мы видим лоток для сим-карт. С нижней стороны телефона мы видим разъем мини-джек 3.5, микрофон, разъем Type-C и один динамик. Стерео в этом телефоне нет. Блок камер у нас 3 камеры. Со стороны экрана мы видим себяшкинскую камеру. Она сделана как у Huawei. С этой стороны мы видим тонкие рамки, за исключением нижней части. И вот в этом в левом верхнем углу мы наблюдаем камерку. Почему они делают не по центру, не знаю. Говорят, что это делается для того, чтобы больше площадь экрана было, и чтобы в строке состояния как можно больше появлялась информация. По техническим характеристикам, как вы видите, что вот если пройтись по кратким техническим характеристикам, мы видим, что AMOLED экран Full HD плюс разрешение 2400 на 1080, быстрая зарядка 33-ваттная, аккумулятор 5000 мАч, встроенная память 128 гигабайт и 4 гигабайта оперативной памяти, плюс их фирменная технология, мы можем еще взять, по-моему, 3 гигабайта из встроенной памяти для расширения, то есть тем самым мы получим порядка 7 гигабайт оперативки. Ну и тройная камера с искусственным интеллектом 48 мегапикселей. Экран здесь, повторюсь, AMOLED. Цветопередача мне, кстати, очень понравилась. Качественный экран. Размер экрана у нас 6,43 дюйма, что очень хорошо. И пиковая яркость экрана 600 нит. В принципе, при ярком солнечном летнем солнце этого не вполне достаточно. По такой погоде, как осень-зима, этого будет более чем. Вес смартфона, как вы видите, 178 грамм. То он, в принципе, нормальный. Но это, опять же, не тот же Poco X3, да, в котором 213 или 214 грамм тяжелый кирпич. Здесь он не такой тяжелый. Его толщина составляет 8 мм, поддержка OTG, то есть мы можем сюда подключать переходник, там флешки, клавиатуру даже можно подключить. Экран 60-герцовый, 8-битный. Тип стекла это у нас получается Sensation Up, якобы там меньше бликов и такая какая-то тема не очень понятная. Основная камера 48-мегапиксельная. Угол обзора у нее 79 градусов. Автофокус. Кстати, автофокус тут работает очень хорошо. Мы дальше в примерах все это увидим. Объектив глубины 2 мегапикселя. И макрообъектив тоже 2 мегапикселя. Видео на основной объектив пишет в разрешении Full HD 1920 на 1080 при 30 кадрах. К сожалению, 60 кадров он не пишет. При том, что я его как только включил, сразу же прилетело по воздуху 2 обновления. Фронталочка у нас пишет абсолютно так же. 1080p при 30 кадрах. Процессор у нас Snapdragon 662. Это у нас использовалось, если мне не изменяет память, на Redmi Note 5, Redmi Note 7. Там, по-моему, что-то 664 или 68 какой-то. Но, в принципе, выдает он порядка там
200 тысяч баллов в Antutu, это мы тоже скоро увидим. Аккумулятор 5000 мАч с функцией быстрой зарядки. Фирменная функция вот эта SuperVOOC, ну, такая же, как и Realme. И что самое интересное по датчикам, здесь есть датчик силы тяжести. Вот если кто-то в курсе, напишите, пожалуйста, в комментарии, для чего датчик силы тяжести нужен в смартфоне. Ну, поддержка 4G, это как бы нам не интересно. Еще что интересно, поддерживают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0. И что самое здоровское, это кодеки CBS, AAC и IPTX. IPTX это уже говорит о том, что качество звука, передаваемого по беспроводу, уже будет относительно качественно. То есть здесь мне понравился, как он звучит. Я не говорю про этот динамик, да, то есть, ну, это такое себе, на 2 с плюсом. А вот в наушниках, как по беспроводу, так и по проводу, достаточно детально. При учете стоимости телефона в 17 тысяч рублей, я хочу сказать, что он очень даже годно проигрывает музыку. Поэтому, если вы любите слушать музыку, то это один из параметров, по которому этот телефон можно купить. Ну и базируется на операционной системе ColorOS. Это их фирменная на Oxygen, или как-то так у них и называется, которая скоро должна выйти, по крайней мере. Они это обещают. Или Oxygen это на Vivo. Ладно, похеру вырежу. Кстати, хочу добавить, что у этого телефона, как ни странно, подэкранный сканер отпечатка пальца. Кому-то это удобно, кому-то неудобно. Я лично считаю, что это не очень удобно. Я привык либо к боковому, либо к торцевому. Вот. Тем не менее, в этом экране это... Переходим к тесту Antutu. Я тест уже проходил несколько раз. Версия бенчмарка 9.1.7. Он набрал у нас, получается, 189 тысяч баллов, что в принципе очень даже неплохо для этого железа. Переходим к тротлинг тесту. Итак, тротлинг тест. Как вы видите, прошло уже 2 минуты 26 секунд. Вы видите, что у него есть провал. В самом начале был провал до 60, потом еще провал до 60. До этого я его тестировал порядка 12 минут, и было абсолютно то же самое. В определенных местах он почему-то начинает очень сильно тротлить, но потом выравнивается и работает в среднем на 80% стабильно. Почему так? Непонятно. Вполне возможно, что производитель скоро это все дело пофиксит. PUBG Mobile. Здесь мы видим настройки графики, что стоит баланс и средняя. На более высокие настройки я не стал, смысла не вижу, потому что камень совсем уже не игровой по нашему времени. Итак, вот летим. В принципе, ничего не подтормаживает. Все достаточно быстро отрабатывает. Никаких лагов я не замечаю. Сейчас будет самый важный момент. Это момент. Как вы видели, были такие некоторые провальчики. Он поддергался 2 раза, но в целом очень даже неплохо он себя ведет. В общем, что я могу сказать? Вот я вчера играл. В принципе, лагов никаких нет. Играть очень даже можно на средняках. Хотите, чтобы более плавно шло, конечно, надо включать низкие настройки графики. Но по сути он может. Ну а теперь давайте перейдем к тесту фото и видео. Oppo A74, тест камеры Full HD 30 кадров в секунду. Ну и заодно стабилизация. Автофокус. Тест стабилизации 30 кадров в секунду. Тест себяшкинской камеры Full HD 30 кадров. Ночная съемка. Как вам фото? Как видео? Нормально? Вот и я также подумал. Итак, подведем итог по Oppo A74. Есть ли смысл его покупать? Что в нем хорошего? Что в нем плохого? Что мне понравилось? Что мне не понравилось? Первое, что мне не понравилось, что у него нет функции DCD-диминга. При том, что это AMOLED экран. Что мне еще не понравилось? Мне не понравилось, что вот этот глянцевый слишком марки пластик.
Но его же можно было сделать и матовым, ведь так? Он бы не так бы собирал отпечатки и прочее. Наверное, из минусов. Переходим к плюсам, что мне понравилось у этого телефона. Что он сбалансирован, что сразу же прилетели обновления. То есть компания Oppo после выпуска смартфона, она не кидает своих пользователей. Мне понравился очень качественный AMOLED-овский экран. Почему я так говорю? Потому что здесь черный цвет, он реально черный. Белый, он реально белый. У него хорошие углы обзора. Он классный, ребят, что тут еще скажешь? Мне понравилось в этом телефоне звук по проводу. По проводу звук у него шикарный. Я это все тестирую на наушниках Marshall Mayor 3. И звук очень детальный. Я бы сказал, что этот телефон подходит для прослушивания рок-музыки и инструментальной музыки. Вот всякого рода рейв и драм-н-бейс, попса, ну так себе. Вот под инструментал он прям, особенно на маршалловских наушничках, он прям шикарный. То есть детализация и глубина очень у него качественная. По камерам. Достаточно неплохо фотографирует как основная, так и фронтальные камеры. То есть в этой ценовой категории камеры здесь отрабатывают на все 100%. Я им поставлю 5 из 5 за исключением ночного режима. Ночной режим здесь полное говно. Хотите, принимайте мое мнение, хотите, не принимайте, но ночной режим мне не понравился. Как фото, так и видео. Это просто полное говнище. Но днем снимает при солнечном свете в квартире, при искусственном свете он замечательно. Качество фотографий, в принципе, и не стыдно и в Инстаграм было. Опять же, если вы умеете работать в ручном режиме. Повторюсь, чтобы качество фоток улучшить, мы же сюда можем замечательно накатить Google камеру, под него она есть. Качество фото увеличится приблизительно еще на полбалла. То есть в этой ценовой категории, если так можно назвать, отличный камерафончик получился. По качеству съемки это приблизительно как Redmi Note 10. Я считаю, что он снимает очень даже достойно. По качеству видео хотелось бы, чтобы он мог снимать Full HD при 60 или хотя бы при 50 кадрах в секунду. Он, к сожалению, этого не может. Снимает на 4, но что самое удивительное, у него электронная стабилизация EOS, вот это, она очень даже неплохо отрабатывает. Я думал, будут поддергивания и прочее. Нет. Как ни странно, видео снимает достаточно неплохо, даже при просмотре на телевизоре и на мониторе. По системе Snapdragon 662 пока еще тянет, он справляется. Плюс здесь оптимизированная прошивка, все работает достаточно быстро, каких-то особых лагов и фризов я не заметил, за исключением того же тротлинг теста, где мы видели провалы, да, по мощностям. По внешнему виду выглядит современно, в руке держится очень хорошо, он относительно тоненький. Ну, конечно, чехольчик вы оденете, он таким тоненьким не будет. Как бы, наверное, все, что я хотел про него сказать. Сканер отпечатков пальцев подэкранный работает достаточно быстро. Рекомендую ли я его к покупке или не рекомендую? Могу сказать, что да, его можно рекомендовать. Прям эффекта вау вы не получите от этого смартфона, но он стоит своих денег. Если вы его купите там за 17 тысяч рублей, то это очень даже годный девайс. Смартфон, ставь лайк, не понравился, ставь дизлайк, напиши обязательно комментарий, о которых я говорил в видео. Также не забывай подписываться на страничку ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. В Инстаграме чаще всего выходят какие-то ролики, новиночки, шортсы, рилсы и прочие вот такие вот вещи. Спасибо большое ребятам из сети магазинов ТВ Сток. Ссылочка будет в описании. У них можно купить не только смартфоны, но также холодильники, стиралки и прочую бытовую технику, которая нужна в современной жизни. Всем пока и всем удачи.